Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю творожный торт. Очень простой, легкий, с консервированными абрикосами. Хотя, конечно же, вы можете взять и другие консервированные фрукты, и даже свежие фрукты. И очень-очень творожный. Очень вкусно. Давайте приготовим. Для бисквита нам понадобится 5 крупных куриных яиц, 160 грамм сахара и 160 грамм муки. Готовить бисквит я буду без разделения яиц на белки и желтки, поэтому в чаше миксера разбиваем куриные яйца целиком. Попутно скажу, что на канале есть отдельное видео, посвященное приготовлению классического бисквита. Там обо всем подробно. Ссылку поставлю в описании под видео. Если есть вопросы, заходите, посмотрите. К яйцам добавлю щепотку соли, чтобы они охотнее взбились. И сначала яйца взбиваем без добавления сахара. Взбиваем 1-2 минуты. Затем постепенно добавляем сахар. И на высоких оборотах миксера взбиваем до тех пор, пока яичная масса не станет воздушной, легкой, светлой и настолько плотной, чтобы ей можно было рисовать. След, оставленный на поверхности, должен оставаться видимым в течение нескольких секунд. Вот как видите, след не исчезает, он прекрасно виден, значит, наша яичная масса достаточно взбита. В 2-3 приема вмешиваем муку. Муку, естественно, нужно предварительно просеять. Это я оставила за кадром. Вмешиваем аккуратными складывающими движениями, двигаясь лопаточкой снизу вверх. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 26 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Выливаем бисквитное тесто, разравниваем. Форму можно несколько раз прокрутить, для того, чтобы бисквит был более ровным. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовки, примерно 40 минут. Готовность бисквита определяем либо легким надавливанием пальцем на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку. Остужать бисквит можно в перевернутом виде. После того, как бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы, но разрезать бисквит можно не ранее, чем через 5-6 часов после выпечки. Вырезаем бисквит из формы. Форму снимаем. Бисквит получается довольно высоким. Его можно с легкостью разрезать на 3 коржа. При желании вы можете именно так и поступить. Я же на этот раз срежу верхнюю корочку бисквита толщиной примерно в полсантиметра, а оставшийся бисквит разрежу пополам. Для начинки нам понадобится 500 грамм творога. Творог можно взять любой жирности, у меня 9%. 600 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки. 400 мл сливок у нас пойдет непосредственно в крем. И 200 мл сливок я использую для украшения торта. Банка консервированных абрикосов. Общий вес 820 грамм. Вес нетто 480 грамм. Можно использовать и другие фрукты. Сахарная пудра по вкусу. Я взяла 150 грамм. И 30 грамм порошкового желатина. Для желатинового раствора нам понадобится 200 мл жидкости. Я взяла сироп от абрикосов. Подготавливаем желатин в соответствии с инструкцией на упаковке. Я по указанию инструкции нагрела сироп до очень горячего, залила желатин и размешала. Творог перетираем с сахарной пудрой. Можно протереть через сито. Если творог мягкий пастообразный, можно просто размять толкушкой. Я на этот раз протирала при помощи погружного блендера. Вливаем желатиновый раствор, размешиваем. И еще раз хорошо прорабатываем погружным блендером до легкой однородной творожной массы. Убираем минут на 30 в холодильник, чтобы творожная масса слегка схватилась. Абрикосы мелко нарезаем. У меня получилось 400 грамм абрикосов.
Но повторюсь, что вы можете взять и другие консервированные фрукты, и даже свежие фрукты. И взять вы можете столько, сколько сочтете нужным. Достаем из холодильника сливки. Для крема нам понадобится 400 мл. И взбиваем до устойчивого состояния. Если сливки жирные и холодные, то они взобьются легко и просто. Достаем из холодильника творожную массу. И при помощи миксера соединяем взбитые сливки и творожную массу в однородный и легкий крем. Добавляем подготовленные фрукты, размешиваем. И наш крем готов. На сервировочную тарелку выкладываем первый корж, пропитываем. Я пропитывала сиропом от абрикосов. Устанавливаем кондитерское кольцо. Как вариант можно использовать форму, в которой вы пекли бисквит. Я обычно использую кондитерское кольцо, просто с ним удобнее и оно повыше. Выкладываем примерно половину всего подготовленного творожного крема, разравниваем. Сверху кладем второй корж. Его также пропитываем сиропом. И выкладываем оставшийся творожный крем. Ставим торт на 2-3 часа в холодильник, чтобы творожный крем застыл, стабилизировался, стал более плотным. Тонким ножом проходимся вдоль стенок и аккуратно снимаем кондитерское кольцо. Для украшения торта нам понадобится 200 мл жирных сливок и сахарная пудра по вкусу, буквально 1-2 столовые ложки. Всыпаем сахарную пудру к сливкам и взбиваем до устойчивых пиков. Повторюсь еще раз, чтобы сливки легко и охотно взбились, они должны быть обязательно жирными и обязательно холодными. И промазываем взбитыми сливками бока и верх торта. Верхнюю корочку я разрежу на 12 частей. В качестве мерки я буду использовать бумагу, на которой пекся бисквит. Разрезаем бисквит пополам, затем на 4 части и каждую четверть делим на 3 части. Слегка пропитаю сиропом от абрикосов и украшу миндальными лепестками. Для того, чтобы лепестки хорошо держались, слегка смажем верх либо вареньем, либо жидким медом. Подготовленной корочкой оформляем верх торта. Бока просыпала миндальными лепестками. Центр торта украсила оставшимися абрикосами. Ставим торт еще минут на 20 в холодильник. И можно всех звать к чаю. Вот так симпатично он выглядит в разрезе. Итак, наш творожный торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.